Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня мы с вами перелистнем очередную страницу нашего парфюмерного дневника и рассмотрим ароматы с нотой дыни. Я обожаю аромат дыни, и в целом это один из моих любимых фруктов. Ароматы с нотой дыни поднимают настроение. Они такие солнечные и жизнерадостные. И я сегодня подобрала ароматы из разных сегментов. Здесь будет и люкс, и ниша, и бюджетные ароматы, и парфюмы подороже, дыня на любой вкус. Все ароматы из моей сегодняшней подборки вы сможете приобрести в интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru, а с промокодом 10MALE вы получаете скидку 10% на заказы от 2500 рублей. Эта скидка суммируется со всеми акциями и скидками на сайте. Промокод и ссылки на ароматы из сегодняшнего ролика я оставлю в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает нашу сегодняшнюю подборку аромат гранита от нишевого французского бренда Aziri. Это новый нишевый бренд, я еще не была с ним знакома, и это первый аромат от данного бренда, с которым я познакомилась. И как же мне понравился этот парфюм! Стартует аромат очень натуралистичной, сочной, сладкой дыней. Далее аромат смягчается. Уже вот эта сочность уступает место некоторой сливочности, лактонности, которую нам дает нота кокоса. Я здесь прямо-таки ощущаю нежность кокосового молока. Очень красивое сочетание спелой сладкой дыни с кокосовым молоком, со сладким персиком. Здесь нота персика тоже такая ощутимая. Аромат из вот этого сочного дынного сока трансформируется в очень приятный фруктовый десерт с кокосовым молоком. А в базе для меня это аромат жвачки со вкусом дыни. Да, это тот аромат, где дыня ощущается от и до, но звучит она по-разному на старте, в раскрытии и в базе. Это разные грани дыни, дыня во всей красе. Старт очень яркий, очень сочный. Ощущаются буквально брызги этой спелой дыни. Присоединяются к ней другие фрукты, реки кокосового молока, которые добавляют нежности, лактонности, смягчают звучание аромата. И такая приятная непереслащенная дынная жвачка в базе. В аромате много воздуха, он не душит, от него сложно устать, несмотря на то, что здесь достаточно яркая фруктовая сладость. Здесь очень нежная ваниль, очень красивый кокос, именно кокосовое молоко. Это ассорти спелых фруктов во главе с дыней и солнечное настроение во флаконе. Обязательно присмотритесь к этому аромату, я в него просто влюбилась. Следующий аромат – это Flora Salvaggio из линейки Aqua Allegoria Guerlain. Прекрасное сочетание фиалки, дыни, ириса, белых цветов, акватики, такой природной акватики, природной свежести. Это прохладные утренние цветы, покрытые каплями росы. Это нежнейшая фиалка, дающая пудровости звучанию. В этом аромате очень красиво переплетается пудровость со свежестью и озоновостью. С фруктовой сладостью. Это сладкая, но еще не доспевшая дыня. Это и мякоть ее, и кожура. Эта дыня сочная, но еще не набравшая своей идеальной максимальной сладости и мягкости. Эта дыня водянистая, в меру сладкая, как будто бы еще не дозревшая до конца, но уже очень вкусная и ароматная. Это прохладные, очень интеллигентные, очень нежные утренние цветы с каплями росы на лепестках. Это цветущие луга под утренним туманом, под этой влажной дымкой. Очень красивая нежная фиалка, влажная кожура недоспевшей дыни, ее водянистая мякоть. Для меня это аромат про восход солнца на цветущих лугах. Это раннее утро, это влажный воздух, это роса. Аромат природной чистоты, вот этих благоухающих, совсем юных, свежих утренних цветов. Потрясающе красивый аромат. К сожалению, он не похвастается какой-то бешеной стойкостью, и сидит он близко к коже. Но я готова его регулярно обновлять. Мне кажется, это аромат для таких утонченных,
романтичных натур. Такое весеннее настроение. Прекрасный аромат, кстати, на раннюю весну. Обязательно присмотритесь. Следующий аромат просто покорил мое сердце. Это Le Parfum de Thérèse от Фредерика Маля. Парфюмер этого аромата Эдмон Рудницко посвятил его своей жене Терезе. Очень красивая композиция с классической шипровой структурой, но это аромат на все времена. Он будет актуален всегда. Хоть и выпущен он давно, в 2000 году, но для меня это такой прекрасный, при этом необычный фруктовый шипр. Для меня это в меру сладкая дыня, в окружении цитрусов, в окружении хвои, как будто бы это аромат иголочек можжевельника, растертых между пальцев. Вот эти хвойные нотки добавляют аромату свежести, добавляют глубины. В аромате присутствует мшистость. В аромате присутствует прохлада. В то же время здесь есть очень дорого звучащий красивый кожаный аккорд. Для меня это телячья кожа мягчайшей выделки. И все это в окружении вот этой фруктовой сладости дыни, кислинки и сочности цитрусов и в антураже хвойного леса. Вот так я ощущаю этот аромат. Также здесь ощущается нота розы, но роза здесь утонченная, прохладная, немного отстраненная, женственная, но при этом довольно строгая. У меня сложное отношение с нотой розы, но вот здесь она просто роскошная. Очень красивая древесная хвойная база, утонченная, холодная, статная роза, неприторная, в меру сладкая, в меру спелая дыня. Нота сливы здесь тоже считывается, но для меня здесь аромат дыни превалирует. Очень красивое сочетание и сладости, и кислинки, и свежести, и мшистости, какой-то лесной прохлады. Я бы сказала, что это аромат в стиле Old Money. Это красивый фруктовый шипр, который, в принципе, для меня является абсолютно всесезонным. Но особенно красиво он раскрывается во влажную погоду. Парфюм такой универсальный, на любой случай. Такая сдержанная, утонченная, интеллигентная роскошь, как и многие ароматы у бренда Фредерик Маль. Такая необычная, неизбитая шипровая дыня. Следующий аромат для меня это ниша в сегменте ретро. Очень необычная и яркая парфюмерная композиция Эден от Кашарель. К слову, аромат создан аж в 1994 году, но он опять же не теряет актуальности и сегодня. В первую очередь для меня это аромат про цветы. Это такая яркая цветочная акватика. Здесь яркая нота лотоса, красивые белые цветы, такой чистый прохладный ландыш, очень красивая пыльцовая мимоза, но эта мимоза влажная, это мокрая желтая пыльца. И в целом аромат такой влажный, водянистый, акватический. То есть это такая яркая цветочная акватика, обрамленная сладостью фруктов. Это спелая, даже немного переспевшая дыня. Это сочный ананас. Это очень сладкий персик. Для меня это аромат поросшего зеленью озера с кувшинками в окружении благоухающих цветов. Это и белые цветы, это и желтые цветы, это зеленая трава, покрытая росой, это сладкая дыня и кисленький ананас. В аромате есть и пудровость, есть и свежесть. Водянистые вот эти вот цветочные оттенки очень красивые. Запах лотоса, запах вот этих вот нежных кувшинок. Это прохладная вода и влажный воздух. Это сладкие фрукты, очень спелые, тоже очень водянистые. Этот аромат называют ароматом русалок. И знаете, что-то в этом действительно есть. Но если это и русалка, то это русалка, обитающая в пресном водоеме. И даже это скорее аромат волос русалки, помытых в этом озере с кувшинками, и помыты они травяным шампунем, и запах дыни, присыпанной мимозной пыльцой.
Вот так я ощущаю этот аромат. Аромат красиво запудривается на коже, он стойкий, он шлейфовый, и по настроению он тоже для меня скорее весенний. Как раз на наступающую весну это очень неплохая композиция для любителей таких фруктово-цветочных ароматов с акватикой. Обязательно присмотритесь. Следующий аромат – это номер 4 «Неон» от Томас Космола. Противоречивый аромат, но скажу сразу, мне он очень понравился. На старте он может показаться немного резким, но этому аромату нужно дать раскрыться, ему нужно время. Это такая яркая, сочная фруктово-цитрусовая композиция с яркой нотой дыни, с нотой манго, с сочностью кислинкой цитрусов. Аромат с таким тропическим вайбом, с тропическим настроением. Это ассорти из экзотических фруктов, это брызги цитрусов, и старт достаточно сочный такой. Это такая фруктовая версия классической четверки, но гораздо более носибельная, на мой взгляд. Здесь тоже есть амбродеревяшки, но совершенно в другом количестве. Для меня это комфортная дозировка амбродерева. Да, это яркая дыня, это манго, это грейпфрут. И также я ощущаю здесь жженый сахар. Для меня в раскрытии это аромат фруктовых леденцов или золотых петушков со вкусом дыни, со вкусом манго, с тропическими фруктами. Также за счет ноты альдегидов здесь присутствует некоторая порошковость, аспект чистоты, такой именно химический аспект чистоты. И меня он ни капельки не смущает, мне нравится сочетание этих нот. Мне нравится, что здесь присутствует и порошковая свежесть с колкостью альдегидов. Мне нравится вот это объемное фруктовое 3D-звучание. Вот эти сочные фруктовые леденцы и кристаллики сахара, которые окунули в грейпфрутовый сок. Очень красиво. Аромат в направлении бакары, но с фруктовыми оттенками, с тропическим характером. Он такой солнечный, он искристый, он очень стойкий и шлейфовый, у него просто запредельные технические характеристики. На одежде остается до стирки, на коже остается даже после душа. Это очень неплохая такая фруктовая версия бакары и четверки Томаса Космола. Именно версия «Неон» для любителей таких ярких, насыщенных фруктов. И дыня здесь, на мой взгляд, очень интересная. Обязательно присмотритесь. И завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат Sunflowers от Элизабет Арден. Это винтажная композиция 93-го года, но опять же аромат на все времена, который будет актуален всегда, как мне кажется. Очень красивая пудровая цветочно-фруктовая история. Дыня, персик, османтус, флёр-д'оранж, цитрусы. Такие яркие солнечные цветы, в аромате много теплоты. Фруктовая сладость, очень спелая сладкая дыня, сладкие персики. Здесь есть и пудровость, здесь есть и свежесть, и кислинка, и сладость. Все очень гармонично. Аромат не хочется даже как-то раскладывать по нотам. В нем есть какая-то косметичность, уходовость, даже какой-то маслянистый оттенок. Аромат для меня не пахнет подсолнухами, но скорее в нем есть аспект вот этого подсолнечного масла именно за счет такой вот маслянистой текстуры, которая как будто бы здесь ощущается. Для меня это такой солнечный нектар из цветочной пыльцы и сладких фруктов. Для меня это аромат уже скорее закатного солнца, теплого воздуха с ароматами этих благоухающих цветов, красивый вот этот косметический кремово-маслянистый аспект. И здесь очень яркая нота дыни, но это такая припудренная дыня. В базе здесь появляется очень приятная чайность. Это аромат жасминового чая с дольками дыни. Вот так я его ощущаю. Он очень теплый, он очень уютный. Это действительно какой-то солнечный аромат, который пахнет для меня вот этими нагретыми солнцем, цветами и спелыми фруктами. Для любителей таких радостных, теплых, но при этом пудровых, цветочно-фруктовых композиций. Обязательно присмотритесь. Это женственно, это действительно как-то радостно, это воздушно, и мне очень нравится вот этот вот приятный чайный оттенок, который появляется в базе таким нежным, воздушным послевкусием. Опять же, с вот этой фруктовой сладинкой и вот этой приятной чайной свежестью. И для меня это такое тоже весеннее настроение, а весна уже совсем рядом. Очень рада, что познакомилась с этим ароматом.
Я считаю, что это бюджетная находка. Аромат звучит интересно, он многогранный, у него хорошие технические характеристики. И здесь красиво обыграна нота дыни. Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы с нотой дыни, а также, что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.